Всем здравствуйте! Вы знаете, что я люблю? Я люблю, когда люди видят в древних текстах не мудрость предков, а собственную афишу на главную роль. Особенно это касается монаха Авеля и его предсказаний. Это же надо иметь такое чувство юмора у Вселенной. Люди берут историю, которая сама по себе смешнее анекдота, и делают из нее свою личную фан-википедию. Вот смотрите. Был такой парень. Звали его Василий. Крестьянин, семья, 3 детей. В 28 лет взял и бросил все к чертям собачьим. И ушел в монастырь. Классическая мужская кризисная тридцатка. Гормональный сбой. Только в 18 веке. Представляете? Не на красную спортивную повозку сменил, а на келью. В монастыре. И назвался Адамом. Серьезно. Адамом. Ну, как тот, который жил в раю. Сразу видно, у человека амбиции. И что вы думаете? Год пожил Адамом, и ему показалось этого мало. Адам — это как-то от сотворения мира, а хочется чего-то такого большого, по-библейски, но с перчинкой. И он берет себе новое имя – Авель. То есть он стал Авелем после Адама. Это ж просто гениальнейший спойлер на всю человеческую историю. Перевоплощение Василия в Адама. Из Адама в Авеля. Он не просто предсказывал будущее. Он в своем монашеском имени уже прошел весь сюжет от начала сотворения мира и до первого убийства. Я думаю, настоящие монахи смотрели на него и думали: Василий, ну ты крут. С такими именами тебя либо точно, либо в святые, либо в психушку. А дальше классика жанра. Новоиспеченный Авель пишет книжку. Не сборник рецептов постных блюд, а пророчество о смерти императрицы Екатерины II. Ну, представьте себе. 1796 год. Интернета нет, Инстаграма нет, ТикТока нет. Развлечений, как кот наплакал. И тут какой-то монах из глуши выпускает бестселлер. 40 лет у власти и хороший. Естественно, его быстренько пригласили в гости, но не на чай, а в Петропавловскую крепость на бесплатный тур. В одиночной камере с видом на Неву. И вот тут начинается самое смешное. Сидит Авель в камере, а Екатерина II на троне. Видимо, она была женщина тоже с юмором, склонная к драматургии, потому что она берет и умирает ровно в 40 лет. Ну, как и предсказал Авель. Сидит такой Авель в камере, чешет затылок и такой: ну что ж ты, Екатерина, взяла и померла. Я ж предсказал, что меня сначала должны выпустить, а не после того, как ты помрешь. Имперская бюрократия все портит. Но наш герой не унывает. Его выпускает новый император Павел I. Большой фанат всего мистического. И что делает Авель, как вы думаете? Правильно. Он пишет вторую книжку под названием «Как не надо строить замки» или «Еще один срок для императора». Павел прочитал, значит, такой этот бестселлер о собственной скорой кончине и обиделся. Ну, не на судьбу, а на автора. Я тебе, значит, свободу, а ты мне смерть. В крепость его. Авель снова в любимой камере. И снова, о чудо, предсказание сбывается. Павла убивает. А у Авеля к этому моменту, я уверен, уже готов шаблон для нового бестселлера. Уважаемый государь-император, имею честь предсказать вам. Дальше больше. Он предсказывает пожар Москвы в 1812 году. И его опять сажают в камеру. Пожар случается, его выпускают. И он становится ходячим бюро прогнозов, системой лояльности. Заказываешь беду, получаешь срок. Беда проходит, получаешь свободу. А теперь внимание. Ключевой момент. Вся эта история про настоящего Авеля задокументирована и закончилась в
1841 году. Все его реальные предсказания о конкретных императорах, о пророчествах закончились в 1841 году. Но интернету этого мало. Ему подавай спецэффекты, апокалипсис и главное лицо в главной роли – грядущий царь. И вот появляются те самые иконы с цифрами 5263, 6019, и люди с калькулятором, серьезные дяди и тети, играют в бухгалтеров. И начинают вычитать, прибавляют, умножают на коэффициенты святости. И, о чудо, получается 2024 год. Царь грядет. А на иконе с царем вообще шедевр. Там, говорят, даже пистолет нарисован, которым его убьют. Это же просто уровень предсказания. А потом из этого предмета, похоже на палку, вырвется гром и дым. Браво! Браво, Авель! Только вот эксперты смотрят на эту икону и плачут. Не от умиления, а потому что видно, что это подделка. Причем грубейшая подделка. Буквы кривые, краска не та, как будто писал ее не монах-иконописец, а студент художественного училища после зачета по истории. А эти «Поиск двух имен» – это просто отдельный сериал. В исходной легенде туманно намекается: имя его двукратно суждено России. И что делают наши искатели? Берут двух Михаилов из династии Романовых и кричат: «Эврика, Михаил Михайлович!» А если 21 сентября, кстати, важная дата во всех этих легендах, посмотреть, то в этот день часто называли Георгиями. И тут же точно, это Георгий Михайлович. Это 100%. То есть берут два имени, которые исторически популярны в сентябре и в царской семье, и объявляют их пророчеством. Это как посмотреть в окно и увидеть, там идет дождь, и заявить: «Я предсказал осадки. В моем пророчестве туча и капля были нарисованы». И знаете, что самое смешное во всей этой истории? Настоящий Авель, наверное, сидит где-то в раю и ржет. Ржет до слез. Потому что он просто хотел, чтобы императоры вовремя строили церкви и не забывали о Боге. А из него сделали генератора кодов для самоназначения в цари. Караул. Его использовали как духовный калькулятор. Ввел, значит, свою дату рождения, прибавил число ангела, умножил на буковки на иконе и готово. Ты потомок Романовых. Так что, друзья, давайте смеяться над абсурдом, с которым люди ищут в прошлом свое великое будущее. Над тем, как серьезные дяди и тети сопоставляют криво нарисованные цифры со своим паспортом на поддельных иконах. Потому что история монаха Авеля – это не страшное пророчество. Это великолепная ироничная притча о том, что мы готовы поверить во все, что угодно, лишь бы в этом сценарии главным героем были мы сами. Как в той псевдобуддийской притче, где монах, спасаясь от тигра и вися над пропастью, видит спелую ягоду и думает: а ведь это может быть моя последняя, самая вкусная ягода в этой жизни. Вот и люди, вися над пропастью собственных ожиданий, хватаются за ягоды в виде цифр, разных цифр, криво нарисованных на сомнительной доске, и кричат: смотрите, это про меня, это самая важная ягода в истории моей жизни. А настоящая история Авеля, она совсем о другом. О том, что иногда, чтобы стать предсказателем, достаточно иметь смелость говорить правду власти и готовность посидеть в тишине крепостной камеры, пока эта правда не сварится
как борщ. Так что, уважаемые, всем спасибо. Вы были прекрасные зрители и слушатели. Помните, лучшая цифра в вашей жизни не та, которая на иконах, а это количество смеющихся людей вокруг вас. Улыбаемся и машем. Танцуем и пляшем. Вот что самое важное.